Привет! На сегодняшний день многообразие рынка беспроводных наушников вводит очень многих пользователей в ступор, ведь вопрос, что купить на свой бюджет, наверное, самый часто задаваемый в комментариях под моими обзорами. Но здесь надо еще учесть один важный момент. Огромное количество людей просто не готовы платить очень много денег за беспроводные наушники, но при этом хотят за определенного рода скромный бюджет получить все самое лучшее, что предлагает индустрия. И я их, разумеется, отчасти понимаю. Оттого сегодняшний порог по стоимости, как и в большинстве случаев, который озвучивает сам зритель, это $40 или плюс-минус 3000 рублей. По моей статистике, именно такая сумма не сильно бьет по бюджету большинства, и именно за эти деньги на сегодняшний день можно уже купить что-то интересное. А вот что именно стоит своих денег и самое главное твоего внимания, я и расскажу в этом ролике. Как ты, наверное, понял из названия, моделей сегодня будет 5, причем вперемешку и вкладыши, и внутриканалки, ведь данный ролик не является сравнением. Ну а начну я, пожалуй, с самых лучших наушников по соотношению цена-качество. Это Feel T1 Lite. И вот если у тебя в распоряжении имеется $35 на все это дело, то я без зазрения совести рекомендую купить именно их. Отличный звук, неплохой микрофон, полноценное управление с громкостью и перемоткой треков без нужды выбирать что-то одно, а также автономность в 6 часов на 100% громкости. И это я еще не сказал про IPX7, очень высокий класс защиты от воды, который в подобных устройствах встречается не так часто. Благодаря своей классической форме, хорошим комплектным амбушюрам и немного вытянутому звуководу, наушники сидят в ушах просто отлично. В них можно с легкостью заниматься активными видами спорта, не боясь потерять их на ходу или замочить во время пробежки под внезапно начавшимся дождем. Это младшая модель в линейке T1, но это не означает, что она самая плохая. Наушники имеют запредельный запас по громкости и звучат при этом очень даже годно. И помимо всего прочего, для них имеется специальное приложение от производителя с быстрыми пресетами эквалайзера и 3 режимами работы – игровым, музыкальным и медиа. За связь в наушниках отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. Следующие в моем списке наушники также внутриканальные, но уже с ножкой. Это небезызвестный Halo GT3. Вот не знаю почему, но имея на борту не самые топовые характеристики, данная модель смогла завоевать мое сердце. Примерно нечто схожее у меня было чуть больше года назад с моделью QCY T5. Ну а теперь мне зашла новинка от Halo. В основном, конечно же, понравилось, как они звучат. Ведь несмотря на то, что в наушниках поддерживается всего лишь один единственный аудиокодек SBC, они способны выдавать детальный и качественный звук, который может даже поконкурировать с таковым по aptX в каких-нибудь бюджетных моделях. Разумеется, их звучание несовершенное, но на свои скромные плюс-минус $25 играют они отлично. И звук — это скорее единственное преимущество перед другими моделями подобного класса. По всем остальным параметрам Halo GT3 это такой хороший середнячок. Здесь среднего качества микрофоны, но с каким-никаким шумоподавлением. Автономность на максимальной громкости чуть больше 3 часов, есть визуальная индикация остатка заряда на кейсе, а также независимое подключение, которое делает эти наушники весьма удобными для каждодневного использования, особенно учитывая их хорошую посадку. Из управления функциями мультимедиа здесь доступны плей-пауза, переключение треков и вызов ассистента. Сопряжение со смартфоном обеспечивает Bluetooth 5 версии. Следующие наушники на сегодня — это вкладыши SoundPeats True Air второго поколения. Имея на борту современный аудиочип Qualcomm QCC3040 с поддержкой аудиокодека aptX, а также приличный запас по громкости, своим звучанием они многих не оставят равнодушными. Ведь помимо своей удобной посадки в наушниках реализовано полноценное управление всеми функциями мультимедиа. На 100% громкости наушники могут играть 4 часа без перерыва, а также ими можно пользоваться по отдельности. За связь со смартфоном отвечает современный модуль Bluetooth версии 5.2. В SoundPeats True Air 2 установлены довольно неплохие микрофоны, так что в целом как гарнитуру использовать их вполне реально. Они легкие, из кейса достаются просто и, как я уже сказал, сидят в ушах удобно. Ориентировочная стоимость на Алиэкспрессе плюс-минус $35. Вообще, несмотря на обилие беспроводных наушников в целом, доля хороших вкладышей из всего этого многообразия, особенно в пределах $40, несказанно мала. И тем не менее, есть еще одна примечательная пара, которая за свои скромные $23 и попала в сегодняшнюю подборку.
Разумеется, речь пойдет о моих любимых QCY T8S, доработанной версии 8 модели, микрофон в которой теперь работает хорошо, да и звук за свои деньги я считаю очень даже годным. Его передача происходит посредством двух аудиокодеков на выбор, это SBC и AAC. Благодаря последнему, кстати, у многих пользователей получается неплохая пара с айфонами. Для наушников имеется фирменное приложение в Google Play Market, хоть и работает оно на среднем уровне, но самую главную свою задачу по переназначению жестов управления функциями мультимедиа оно выполняет, и это уже очень хорошо. В наушнике встроены датчики автопаузы, которые работают в обе стороны, а также в сравнении с обычной восьмеркой сенсоры для касаний расположены на внешних сторонах ножек, а не на торцах, что гораздо удобнее для управления. Сопряжение со смартфоном происходит по открытию крышки кейса, а наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один из них оставить на зарядке. За связь отвечает Bluetooth 5 версии, а время их работы на 100% громкости составляет без малого 3 часа. Ну и напоследок я приберег одну темную лошадку, хоть и выполнены они в белом цвете. Это, наверное, самые неоднозначные наушники, которые лично мне по звучанию понравились даже больше, чем GT3. Да и в целом сами по себе они весьма занятны. Пятая пара на сегодня — это OnePlus Buds Z. Эти наушники у меня благополучно забрала жена в постоянное пользование, ведь по своему внешнему виду они сильно напоминают ее предыдущие ТВС-ки Honor FlyPod Slide. В наушниках встроен весьма годный микрофон, подключаются они по открытию крышки кейса, и каждым из пары можно пользоваться по отдельности. В силу специфики ее работы, конференции в Zoom неотъемлемая часть расписания, и эти наушники в таком сценарии использования проявили себя очень хорошо. Да и если брать в целом, то они прекрасно подходят для повседневного использования. Они легкие и удобные, запас по громкости в них есть, да и звучат они великолепно. За передачу звука отвечает два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC. Из весомых недостатков отмечу автономность. По данному показателю результат у меня получился чуть ниже среднего — 2 часа и 50 минут. Единственное, что этот момент как-то нивелирует, это наличие на борту быстрой зарядки. 10 минут в кейсе обеспечит примерно час проигрывания музыки на максималках. Но самым основным недостатком для многих будет как раз единственный жест для управления функциями мультимедиа, который можно переназначить в фирменной программе Hey Melody. Датчики автопаузы на борту присутствуют, а за подключение к смартфону отвечает старый добрый Bluetooth 5 версии. Вот в принципе и все экземпляры на данный момент, которые я считаю годными в пределах 40 баксов из более-менее последних моделей, что были у меня на обзорах. Именно их я в основном и рекомендую тем, кто хочет уложиться в эту сумму. Разумеется, при условии, что покупать их будут из Китая. Цены и ассортимент в других странах и уж тем более городах я не мониторю. Но, как ты понимаешь, на этом история не заканчивается, ведь впереди будут новые наушники и новые подборки. И для того, чтобы быть в курсе, что я заказываю и вообще всей околоканальной деятельности, предлагаю тебе посетить мою телеграм-группу и чат. Возможно, у тебя есть какие-то вопросы, там их сможешь смело задать. Ну а если тебе удобны другие соцсети, то ссылки на все мои ресурсы есть в описании к этому ролику. И да, чуть не забыл. Все примеры работы микрофонов наушников из этой подборки я выложу в отдельном коротеньком ролике на своем лайв-канале, ссылку на который я также прикреплю в комментариях. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем моем видео. Пока-пока.